Добрый день, 28 июня. Так, я вышел на послеобеденную прогулку. Сегодня иду на канал. Хочу там дальше по каналу, если идти, будет лес. Хочу в этот лес сходить. Я через него, по-моему, ходил в Ганновер на кладбище, если я не ошибаюсь. Вот, а сейчас просто хочу до леса прогуляться. Ну так, прогулка будет небольшая, километров 10, больше не планирую. Вчера мы с ребенком погуляли довольно долго, около 3 часов вышло. И в целом тоже 10 километров, хоть и думал я, что это быстро будет, но она назад не захотела ехать на роликах, соответственно, я тоже не спешил, и мы так в перевалочку долго гуляли. Ну, локацию для художеств выбрали. Не знаю, когда они с этой знакомой пойдут рисовать. Но собираются. Малая переживает, говорит, там частная территория, как бы нас там с какими-то коровами не закрыли. Говорю, не переживай, если трава покошена, а вход туда открыт, значит подразумевается, что люди могут проходить. Ну, у меня такая логика. Я сегодня, кстати, узнал очень интересную вещь, до которой раньше почему-то я не додумывался. А многие давным-давно пользуются. Оказывается, Telegram можно использовать как хранилище файлов и практически безлимитное. То есть там есть раздел «Избранное» у каждого, в котором можно что-то сохранять, свои файлы. Но я не знаю, какой там объем общий, есть ли ограничения насчет «Избранное», не готов сказать. Но я сегодня попробовал создать группу. Был в ней единственным участником, оставил ее частной и просто попробовал добавлять туда файлы. Они прекрасно грузятся. Единственное ограничение есть по размеру. В обычном аккаунте до 2 гигабайт, а в премиум аккаунте до 4. Это я сейчас уже нюансы расспросил у GPT, поэтому так ответственно заявляю, что есть там и ограничения, и размеры, и все такое. Вот, а так-то я методом тыка просто попробовал. Ну и отличная штука. Как чат GPT объяснил, какого-то вот лимита на эти файлы не существует. Единственное, стараться не нарушать правила, то есть, чтобы это не выглядело какой-то подозрительной деятельностью. Там однотипные названия желательно не ставить. Публичную группу, соответственно, не делать, если вот это, как мой случай, что хранилище только для меня. Ну и потом я полез и посмотрел в Ютубе, что люди пишут по этому поводу. Снимают видосики, вернее. Вот такая погода сегодня у нас на канале. Пасмурно довольно-таки. Вот, посмотрел, что люди пишут, и вышло, что можно даже присваивать там категории. Хочешь, можно видео, папочку сделать, хочешь отдельно картинки, либо как-то назвать там файлы мои, а можно просто списком, как я, делать. Ну, для меня это почему актуально? Потому как у меня в последнее время очень много всяких видеофайлов из путешествий особенно, поэтому есть необходимость где-то их хранить. Я думал покупать какой-то большой жесткий диск, по объему я имею в виду. Ну, это тоже с ним возиться, как-то на него перекидывать. А вот этот вот метод мне нравится. Во-первых, ничего дополнительно не нужно покупать, ничего не нужно с собой возить. И приехав вечером в гостиницу или в хостел, там придя, или еще куда-то, если там есть Wi-Fi, заливаешь просто в телегу это все и готово. А потом дома нужно помонтировать. Ты выкачал все и занимайся. В общем, вот такой лайфхак, если кому интересно. Как говорится, дарю бесплатно. Я увидел целых 2 баржи, как они расходились, причем. Чё они мне так нравятся, эти баржи, ума не приложу. Но крутая штука.
Вот куда мне на практику проситься. На барже ходить. Юнгой. Кондиционер такой у них прям. Такой запах выхлопных газов. На каком-то дизеле, наверное, гоняет. Вот она куда пошла. Вот у них здесь то густо, то пусто. Приду, иной раз вообще никто не ходит. А тут прям одна за одной. Несмотря на то, что суббота. Интересно, конечно. Ладно, надо идти. Только что прошел катер довольно большой. Не такой он маленький, как там у людей на машине, а прям, ну, огромный. Впервые вижу здесь, на этом участке. А, вон вообще какая-то маленькая моторная лодка. Я думал, здесь нельзя на таком гонять. Так и те вон люди, походу, катались. Ага, вот этой штуки я когда-то ноги мочил. Там такой заход в воду. Может, как-то на сапе тут поплавать можно. Я не то, чтобы сильно там знаю, что это такое. Видел просто какая-то доска специальная для того, чтобы стоя плавать с веслом. Ну, вещь популярная, я так вижу. Но я бы хотел попробовать, честно говоря. Я видел в Амстердаме, дядька гонял на такой штуке по каналам. Ну, прикольно. Стоишь себе и плывешь. Надо поинтересоваться, что можно на этом канале вообще делать. Не знаю, вон ребята вообще малолетки, походу, какие-то. Хотя не факт. Да не малолетки. Лет по 20 точно. Да, интересно. Я все узнал. У GPT-шки спросил, он мне рассказал. Вплоть до того, что сказал, где находится рампа для спуска в воду. Вот та, которую я только что проходил, показывал, это она и есть. То есть этот искусственный интеллект, он знает все. Ты ему говоришь, я приблизительно на таком-то отрезке, возле такого-то города или такого-то. Он, да, все там можно, спуск там-то, пользуйся. Ну, значит, нужно соблюдать какие-то федеральные правила судоходства. То есть держать дистанцию от судов. Ну, в общем, там ничего сложного, надо почитать их, если есть желание кататься. Почитать и соблюдать. Вот. Должен быть жилет обязательно. На сапе вообще без проблем. На всяких надувных лодках до 3 метров вроде тоже можно. Короче, катерочки, все это дело можно. Есть тут клубы специальные, там по каноэ, короче, и так далее. И люди активно этим пользуются. Я просто, видно, здесь редко гуляю и не вижу, чтобы кто-то на каноэ или сапе плавал. Так что все, как говорится, в наших руках. Не знаю, надо поинтересоваться этой штуковиной, сапом этим, сколько он стоит вообще, в чем там прикол. Ну и как вообще это начинать, скажем так. Может, где-то есть действительно курсы. Ну, не то, что я прям горю желанием, но хотел бы попробовать, если бы, допустим, были какие-то обучающие курсы недорогие, я бы, может, и детей бы сводил. Мне кажется, им бы тоже понравилось такое. Это, кстати, шлюз, не знаю, как это правильно называется. Ну, короче, ворота, которые закрывают канал. Опускаются в этих стойках, и там вон отверстие, я так понимаю, для прохода воды или что. В общем, да, похоже на какие-то ворота. Кстати, шлюзы нельзя проходить на сапе, только обходить по земле. Ну, типа, в рамках безопасности. Вот, надо у детворы спросить, нравится им такое движение водное или нет. Ну, пишет также GPT-шка, что вода грязноватая. Типа, надо учитывать. Мол, качество воды не очень здесь. Ну, наверное, да. Я помню, в криминальной сводке как-то читал, здесь дедушка какой-то 60-летний, по-моему, спас пацана лет 20. Как-то он умудрился с утра пораньше упасть сюда в канал. Дед его вытащил. Что там было? Может, наркоман какой, не знаю.
Но было дело месяца 3 назад. Вот такие новости. Ну, такая вот штука довольно серьезная. Я так на табличке посмотрел, 65 тонн весит. 11 метров вроде с половиной. Но это, я так понимаю, вот эта высота общая стоек. Потому что та штука явно меньше. Ну, мне так выглядит. Как-то бы подловить, когда они закрыты. В принципе, GPT должен знать, когда их закрывают. Такой какой-то поплавок здесь или буй. Что это такое? Буй, наверное. А там вон якоречек на той стороне. Бы меня дождем не накрыло. Небо какое-то тревожное. Дошел я наконец-то в этот лесочек. Уже почти 6 километров. Сейчас я его напополам и разрежу так. Выйду опять к каналу и потопаю домой. Дождь пока что не пошел, но все очень на это похоже. Пока там еще вдоль канала шел, видел пару катеров. Или даже, наверное, правильно сказать, яхт. Один такой катер был с мачтой даже. Ну, как бы видно, сложенная мачта и свернутый парус. Дядя мне даже отмашку сделал. Я стоял так, пялился на него. Удивленный он. Такой мне, опа, ручкой. Ну, я ж ему тоже под козырек взял, мол, привет. Здесь вот асфальтированная дорожка. Туда идет, а сюда дальше продолжается грунтовая. Ладно, в общем, гуляю, смотрю на лес. Блин, лес обалденный. Деревья такие высокие, камера не передает просто. Я привык к тому лесу нашему, по которому я обычно хожу. Ну и он прям такой тебя окружает, а этот дорожка сама по себе широкая, тут прям такая пара машин развернется. И деревья в целом выше. Прикольно. Я не знаю, это уже, наверное, 10-я за сегодня. Только что одна там прошла, гудит. И вот еще одна. Это не считая катеров и всяких других плавсредств. Там вот дальше ребята вон купаются, ныряют с этого, с парапетика такого. В общем, суббота, день отдыха у всех. Ладно, я тоже уже нагулялся, топаю домой. 8 километров только что мне в ухо сказала. Как раз пока дойду, будет моя 10-ка. До завтра. Я пришел домой, и кого я вижу? Люсиндра дрыхнет. Привет. Спи, спи, не бойся. Не бойся, пантера. Все, пока-пока.